Всем привет! И сегодня у нас специальный выпуск, посвященный Инктоберу. В этом видео я не только протестирую свои покупки, но и также подготовлюсь к самому челленджу. И также расскажу про корейские чернила, чем они отличаются от тех же Малевичей, нравятся они мне или нет. Поэтому давайте начнем. Большую часть материалов я сегодня буду тестировать вот в таком вот скетчбуке, который как раз-таки сделан корейской компанией, которая производит чернила. И называется Веренгыль, или на корейском крипта, что по сути можно перевести как «надевая письменность». И у этого бренда довольно интересная концепция, связанная с книгами, о чем я расскажу чуть попозже. И этот блокнот заявлен как идеальный для чернил. В нем 80 страниц, 200 грамм на метр, и это формат B5, по-моему, самый большой, который там был. У меня есть здесь всего лишь один рисунок, но он мне не очень нравится, так как я в основном пыталась затестировать скотчи. Но можно заметить, как здесь проявляются чернила и их блеск. Не скажу, что мне прям очень нравится этот эффект, потому что, скорее всего, эта бумага больше для написания текстов, чем для рисования. Но, тем не менее, этот блокнот также заявлен как и бумага для рисования чернилами. Также у этого бренда есть специальная бумага для выкрасок, сделана из абсолютно той же бумаги, что и в блокноте. Она представлена в различных форм-факторах, но я лично для себя выбрала вот такой вот, наверное, самый простой в виде фотографий из фотобудки, так как, мне кажется, это наиболее удобная форма для показа свойства чернил. Такие вот у меня вообще есть чернила в коллекции. Тут прям много-много, и Веренгыль, и Малевич, и еще один корейский бренд, с которым я познакомилась относительно недавно, и также какие-то китайские чернила. Я их покажу все чуть попозже. Ну а пока начнем за тест нового для меня цвета от Малевич «Сумерки». Также я хочу протестировать вот такую вот кисть от Малевич. У нее достаточно необычный кончик, так как он двойной. И сама вершинка у него из синтетики, а более короткий ворс вроде как из пони. И это нужно для того, чтобы линия от кисточки получалась тонкой, но при этом удерживала достаточно много воды. Поэтому я думаю, она вполне может подойти для чернил, и я как раз хочу это проверить. Для начала я размочу кисть. У меня моя неизменная баночка. Кисть довольно дубовенько так запечатана, но ничего. Ну, кстати, достаточно быстро размочилась. Пони сразу начинает топорщиться, а синтетика, на удивление, довольно жесткая, поэтому я думаю, она будет хорошо держать линию. Но на самом деле прослойка волоса пони здесь такая какая-то маленькая, что мне даже интересно, влияет ли это как-то на удержание воды или нет. Но в любом случае давайте попробуем. По ощущениям, на самом деле очень хорошая кисть, по крайней мере, на вот таком вот затесте. Она действительно держит достаточно много воды для такой тонкой линии и очень хорошо контролируется, то есть ей прям удобно проводить тонкие линии, и они получаются достаточно ровными. Прям удивила меня эта кисть, я могу даже так сказать, потому что до этого я всегда пользовалась для чернил вот такой вот кистью, вот. У нее примерно такая же техника исполнения, потому что посередине как раз-таки находится синтетика, но чуть-чуть более мягкая, а по бокам какой-то ворс, похожий чем-то на перо, но я сомневаюсь, что это перо. Заявлено было, что это ворс волка, но так как кисть стоила рублей 100, я на самом деле в этом сомневаюсь, но кто знает. Очень нравилась мне эта кисть, но, к сожалению, она уже давно пришла в негодность, и я ей искала альтернативу. И думаю, что вот эта кисть от Малевич вполне может ей стать. Но вот эта кисть все равно прям одна из моих любимых была. Жаль только то, что у нее и с проклейкой проблема стала, и с кончиком. Но она мне долгое время прослужила, поэтому неудивительно. Давайте теперь проверим, как оно ведет себя с водой. Потому что на самом деле немножко можно заметить распад уже здесь. Но думаю, с большим количеством воды это будет еще заметнее. Я заранее смочу лист.
Не до конца промыла кисточку, но думаю, это ничего. И давайте смотреть. Вот, кстати, что мне не особо нравится в этой бумаге, что чернила прям максимально быстро в нее впитываются, и потом очень сложно размыть края. Уже можно заметить распад, но я хочу дождаться полного высыхания, а пока чернила сохнут, я хочу протестировать тушь. Тоже от Малевич, в оттенке голубая ель. И на всякий случай скажу, что тушь и чернила — это разные по своим свойствам материалы. Как запечатано-то. И если чернила в большинстве своем можно заливать в перьевую ручку, то тушь нельзя, потому что она перманентная и может навсегда высохнуть в ручке и таким образом забить ее. Потеряла кисточка волос в процессе рисования. Не очень мне нравится этот момент, но что уж поделать. Мне еще очень нравится, как пахнет тушь. Я не могу передать этот запах словами, но мне всегда нравился этот запах, поэтому я рада, что и в туше от Малевича он тоже есть. Тоже протестирую ее немножко с водой. Она, кстати, довольно быстро высыхает, но могу сразу сказать, что ее цвет значительно меняется при высыхании, потому что сначала я была удивлена этой какой-то немножко ядерностью голубого оттенка, потому что я такого не хотела. Но вот сейчас я вижу, что она приглушается и в целом становится как раз похожа на то, что было на промо-фотографиях. И пока чернила сохнут, давайте распакуем ручку. Это Малевич Графарт, ручка-кисточка. Давно хотела ее попробовать, особенно мне интересно, чем она отличается от китайских. И вот, наконец, время пришло. Такая вот обычная белая ручка в металлическом корпусе. Довольно увесистая и приятная. Вот такая вот у нее кисточка. И внутри нее есть вот такой вот картридж с пружинкой. Видимо, чтобы перемешивать чернила. И давайте его заполним. Но сначала приведем поршень к самому началу и заполним ее сумерками. Я погружаю кончик прям в баночку и медленно начинаю набирать. Вот, можно заметить, что теперь там внутри чернила. И теперь у меня руки в чернилах. Но ничего, обычное дело. И давайте теперь протестируем кисть. Она более мягкая, чем вот эта вот двойная кисть от Малевич, но не могу сказать, что ее сложно контролировать. По сути, ощущение просто мягче. И нужно немного меньше на нее давить для того, чтобы добиваться более жирненьких линий. Но тонкие линии тоже можно вполне себе легко проводить. Но они получаются чуть более дрожащими, чем у двойной кисти. Но в целом мне нравится, какой эффект она создает. Получается, что в ней чуть-чуть видно вот это вот распадание, так как на конце получается такая небольшая клякса. Но меня немножко беспокоит, что она будто бы чрезмерно течет. То есть получается очень такая жидкая линия, как я уже сказала, с кляксами. Но посмотрим. Может быть, это временный эффект. Также я слышала от других людей, что она подтекает, но про это я пока еще не могу сказать, но надеюсь, такого не будет. Есть у меня еще вот такая вот кисть с Алиэкспресса, точнее с Тему. И у нее чуть более маленький кончик, то есть вот в сравнении можно заметить, насколько она короче. И ее я тоже хочу протестировать. У нее внутри тоже конвертер, и по ощущениям такой же, чтобы в нее залить такого интересного. Как раз сейчас можно посмотреть выкраски.
Мне нравится вот это вот вариант для этой ручки, но я не уверена, что их можно заливать в перьевую ручку, поэтому я сейчас это быстренько проверю и уже решу. На коробке, которую я нашла, ничего не написано по поводу того, что их нельзя заливать в ручки, поэтому могу предположить, что все будет нормально. Ну, и в крайнем случае эта ручка стоила около, я не знаю, тоже 100 рублей, поэтому не думаю, что если что-то случится, это будет большой проблемой для меня. И чернила сами выглядят вот так вот, довольно красивой упаковке. Сегодня у нас другая кошка, которая тоже решила, видимо, помочь мне с тестами. Давай, Чуня. Чуня. Ой, кажется, она хочет примоститься здесь. Ой, ё-моё. Все, она ушла, вот. И у этих чернил совершенно другая концепция, в отличие от Wearing Gull. Кстати, их название Dominant Industry. И у них очень много чернил с различными блестками, какими-то спецэффектами. И также они позиционируют, наверное, себя как премиум чернила, потому что все свои продукты они запаковывают вот в такие вот мешочки, которые к тому же пахнут довольно приятно какими-то духами. И эти мешочки кладут вот в такие вот коробочки. Я тоже про них чуть попозже расскажу поподробнее, а сейчас давайте просто заправим их в ручку. Но для начала потрясем, так как они с блестками. И давайте постараемся быстренько наполнить ее чернилами, потому что блестки очень быстро, просто невероятно быстро оседают. Снова запачкалась, но ничего. Снова сейчас промокнем все. Но, как я вижу, блестки, по крайней мере, попали в картридж, поэтому уже замечательно. По своим свойствам эта кисточка очень похожа на малевичевскую. Необычно только то, что она такая вот какая-то короткая, из-за чего тонкий кончик быстро набирает толщину, но он также оставляет кляксы в конце. Но, думаю, это, в принципе, распространенная тема для всех вообще перьевых ручек, поэтому не думаю, что это прям какая-то большая проблема. Да, блестки остаются видны даже при использовании чернил в ручке. Это достаточно хороший эффект. И как раз пока я все тестировала, у меня высохли чернила от Малевич, и тут можно прям сразу видеть, насколько хорошо они распадаются. И можно заметить, что это не просто коричневый фиолетовый распад, который был заявлен на промо-фото, но также здесь можно заметить такой голубой, какой-то зеленоватый, и в целом довольно приятное получается сочетание. Мне нравится, как они распадаются, а в ручке они получаются такие более какие-то сероватые, и распад виден как раз-таки только в этих кляксах, но, в принципе, если делать просто обычную заливку, то можно заметить небольшой такой эффект дымки, где серый немножко переливается в красный с небольшим оттенком голубого. Тоже голубая ель довольно приятная в своем оттенке, примерно то, что я как раз-таки и ожидала получить. У нее получаются довольно интересные эффекты в связке с водой, но никаких дополнительных оттенков замечено не было, но, собственно, это и не заявлялось. И поэтому, думаю, ее будет интересно использовать для каких-то однотонных рисунков и для работы со стеклянным пером, что я покажу чуть позже. И, как я уже сказала, кисть мне очень понравилась. Я только сейчас заметила, что у этого блокнота есть перфорация, что на самом деле очень удобно. И перед тем, как протестировать обычные перьевые ручки и стеклянные ручки, я хочу пополнить свою коллекцию вот этих вот выкрасок и выкрасить 2 новых цвета. Как можно заметить, эффект ровной рамки достигнут за счет того, что на бумагу предварительно нанесена такая вот, можно сказать, невидимая маска, с которой чернила скатываются, если случайно ее задеть, что действительно очень удобно для выкрасок. И как можно было заметить по моим другим выкраскам, у меня 4 варианта нанесения чернил, чтобы можно было лучше всего посмотреть на их свойства. Это обычное нанесение, нанесение с большим количеством чернил, нанесение на мокрую поверхность и также сначала нанесение чернил, а затем добавление сверху воды. Ну и в завершение остается только подписать выкраску, заодно посмотрев, как чернила выглядят в нанесении их ручкой. Это, кстати, обычное китайское стеклянное перо, которое я купила в местном художественном магазине. Не могу ничего сказать про его качество, так как это было одно из моих самых первых стеклянных перьев, но оно очень красивое, и мне просто нравится на него смотреть. Пока сохнут сумерки, давайте быстренько выкрасим перманентную тушь. У меня на самом деле почти разрядилась камера, поэтому я очень надеюсь, что мне хватит времени. И здесь тот же самый принцип. Сначала наношу просто, затем жирненько,
затем с добавлением воды сверху, а затем по мокрому. Можно заметить, что, например, в сравнении с «Сумерками» эта тушь разносится намного быстрее. И в завершении название ручкой. В этот раз я возьму другое стеклянное перо. Оно чуть потоньше. Почти все названия до этого я подписывала именно им, так как я не ожидала, что мое обычное стеклянное перо такое толстое. Особенность этого пера не только в тонком кончике, но и также вот в такой вот приплюснутой вершинке, который также достаточно удобно делать сводчи различных чернил. И оно, кстати, тоже от Dominant Industry. Вот можно прям заметить, какая большая разница у этих перьев по размеру. Вот так вот, наверное, даже будет лучше. Пока я заряжала камеру, у меня как раз высохли вот эти вот образцы. Можно как раз поближе посмотреть, как это все выглядит. В целом, по сути, все то же самое, что и было на большом листе бумаги, только теперь это все в более удобном формате. И также можно посмотреть, как чернила и тушь ведут себя в тонком нанесении ручкой или пером. И теперь можно перейти к тесту стеклянной ручки и также новых наконечников. Я заменю наконечники в этой желтой перьевой ручке тоже от Малевич, потому что, как я говорила в предыдущем обзоре, к сожалению, мне попался бракованный наконечник, и поэтому будет интересно посмотреть как раз, какие есть варианты. Давайте начнем со стеклянной ручки. Вот такая вот она красивенькая. Она еще дополнительно была упакована в пленку. Вот такая вот деревянная, с латунной крышкой. И внутри выглядит вот так вот роскошно, я бы сказала. Давайте сравним с другими моими перьями. Из того, что я вижу, она получается нечто среднее между китайской стеклянной ручкой и корейской. Поэтому будет еще интереснее сравнить, как она в деле. Я буду все так же тестировать на чернилах «Сумерки», потому что они мне очень понравились в своем цвете. И к тому же у них довольно удобное горлышко. Начну я, пожалуй, с китайской, которая у меня была до этого. Нанесение у нее очень плавное и гладкое. Она захватывает достаточно много чернил, но при этом также быстро их отдает, поэтому приходится довольно часто окунать ее в баночку. Это получается самая толстая ручка в коллекции, и ей достаточно удобно даже делать какие-то небольшие заливки. Следующая ручка — это корейская ручка от Dominant Industry. Она намного тоньше и сама по себе очень маленькая. На самом деле я не могу сказать, что ей достаточно удобно рисовать или писать, но мне нравится то, насколько она миниатюрная и красивая. Однако у нее есть некоторые проблемы в том плане, что письмо с помощью нее недостаточно гладкое, как будто бы она немножко сопротивляется бумаге, но при этом ее кончик очень тонкий и получается очень красивая и тонкая линия. Кроме того, она захватывает очень большое количество чернил и также очень долго их отдает. Можно заметить, как долго я рисую эту длинную колбасу. На самом деле я и сама удивлена, как долго ей можно писать всего лишь после одного окунания в баночку. И это, я так понимаю, не максимум, мне просто надоело уже ее расписывать. И я думаю, она работает очень хорошо в этом плане, потому что китайская, даже несмотря на то, что я ее поворачивала в процессе, она все равно не начинает отдавать больше чернил после поворота, а вот это вот как раз-таки после поворота начинает отдавать еще дополнительные чернила, которые в ней были. Поэтому, в принципе, это очень удобно для какого-то письма или, может быть, рисования в том числе. Но вот ее размер, не уверена, что он прям очень удобный, так как даже можно услышать, как она скрябает бумагу. В принципе, какие-то заливки ей тоже можно делать, но они, естественно, не получатся очень ровными. Плюс она очень сильно травмирует бумагу, если использовать ее в одном и том же месте, так как кончик действительно очень острый. Поэтому я думаю, что эта ручка в основном подходит для лайна или мелких деталей. Ну и, конечно, для письма тоже.
Еще, как я и говорила, ее, так сказать, жопкой можно также проводить линии. Сейчас мы это посмотрим. Получаются вот такие вот толстенькие, большие линии. И мне в целом нравится, как это работает. Получается такая кисть для заливки, если такое можно назвать. И это действительно удобно, потому что этот кончик очень гладкий, и им прям вот приятно проводить по бумаге. Не уверена, что это можно как-то удобно использовать в рисовании, но в целом за неимением чего-то другого можно использовать как инструмент для заливки. Ну а теперь давайте протестируем кисть от Малевичей. Она по ощущениям самая тяжелая, но при этом самая удобная. Ее прям очень приятно держать в руках, я думаю, это за счет дерева. Нанесение, кстати, тоже очень гладкое и приятное. Что-то между, наверное, вот этой вот тонкой кистью и кистью из Китая. Почему я их называю кистями? Конечно же, я про перо. Но в отличие от китайского пера, перо от Малевича тоже задерживает очень большое количество воды и очень большое количество чернил. И в целом это очень удобно, так как не нужно очень часто макать перо в баночку. Поворот тоже помогает заново активировать перо. Я думаю, что я им тоже буду довольно часто пользоваться, так как оно действительно приятное. Заливку тоже можно сделать довольно без проблем, так как перо не царапает бумагу, и также за счет среднего диаметра это получается сделать довольно равномерно. В целом это перо меня действительно очень приятно удивило. Я ожидала, если честно, худшего. Я думала, что оно будет немного царапать бумагу, потому что на самом деле это встречается довольно часто, учитывая, что это перо тоже произведено в Китае. Но я очень рада, что это оказалось совсем не так. Оно действительно оказалось очень приятным в использовании и в прорисовке линий. Поэтому я думаю, что я буду продолжать им пользоваться в течение всего инктобера. Ну и, конечно, тут просто восхитительный форм-фактор, и перо можно даже брать куда-то с собой. В следующем я хочу протестировать новые наконечники на перьевую ручку. Тут получается наконечник М, загнутый наконечник, и F. Для начала давайте разберем мою ручку от Малевич. По-моему, в ней есть какие-то чернила, но они высохли. Да, в ней были какие-то красные чернила. По-моему, это кролик от Верингель. Такой розово-серый цвет. Давайте тогда немножко промоем ручку. Это я буду делать просто набиранием и спусканием воды. На самом деле, на удивление, там было намного больше чернил, чем я думала. Изначально в перьевых ручках от Малевич идут наконечники EF, и в данном случае ничего не остается, кроме как выбросить его. Еще раз теперь промою картридж снова. И давайте теперь возьмем загнутый наконечник, так как именно его я хочу протестировать, а остальные уберем до лучших времен. Сегодня я буду тестировать только загнутый наконечник, так как именно ради него я покупала весь набор. Для начала мне нужно снова выбрать чернила, которые я хочу использовать в этой ручке. И на помощь мне снова придет вот эта вот штука. Кстати, думаю, что в принципе можно залить те же сумерки, потому что у меня вроде как нету перьевой ручки с темными чернилами внутри. Давайте теперь поместим картридж в наконечник. И начнем ее расписывать. О, кстати, она довольно быстро записала, буквально со второго прикосновения. Перо очень гладкое и очень приятное, скользит по бумаге. Она, получается, чем-то напоминает мне полиграфические плоские перья. Так у нее тоже один край получается тонкий, другой чуть потолще. И им очень легко можно делать заливки. Но и также, если перевернуть ручку, то можно делать очень-очень тонкие линии. Получается такое прям универсальное перо. А чернила в ручке оказались достаточно бледными, кстати. Я ожидала на самом деле более темный цвет. Но ощущение от пера мне прям очень-очень нравится. Прям залипательно проводить все вот эти линии и штриховать. Намного удобнее, чем пером EF. Может быть, мне теперь стоит заменить во всех остальных моих ручках перья. Давайте еще теперь попробуем размыть. Кстати, этот цвет не так прям очень хорошо размывается после высыхания, но, возможно, дело не в них самих, а в бумаге.
Кроме вот этой желтой ручки, у меня есть еще две вот такие. Ими я довольно часто пользовалась, но, скорее всего, в них либо закончились, либо высохли чернила. Да, так и есть. Потому что в последний раз я к ним притрагивалась где-то весной, а после этого желание рисовать с перьевыми ручками у меня пропало. В одном из них, как я вижу, было «Лед и пламя» от тех же Малевичей, но мне, если честно, совсем не понравился этот цвет. Вот так вот он выглядит. Так как мне совершенно не понравилось сочетание этого яркого голубого и такого же яркого бордового. В целом, как само сочетание, оно, конечно, неплохое, но лично под мои цели и задачи я так и не нашла ему применения, так как не особо люблю такие сочетания именно в ручках. Думаю, что я, наверное, в одну из этих ручек добавлю сейчас вот эти чернила White Rabbit, про которые я уже говорила, от Wearing. Ну, кстати, довольно прикольная такая картинка, так как от разного угла зависит то, что ты видишь. И я, пожалуй, заменю еще наконечник на М, потому что я хочу более толстые линии. Вот как раз М мне и попался. Давайте тогда снова сначала почистим конвертер. В нем, кстати, как раз этот кролик и был, судя по цвету, поэтому, думаю, я могу не промывать его прям очень сильно. И давайте обратно соберем ручку. И так же, как и в случае скошенного наконечника, чернила пошли очень быстро. Наконечник М очень приятный, действительно такой, но я не могу назвать его толстеньким. Такое ощущение, кстати, что он вообще ничем не отличается от ЕФ по воспоминаниям. Но дело может быть и в чернилах, так как они достаточно светлые. Думаю, этими чернилами я тоже буду достаточно часто пользоваться во время инктобера. У меня, в принципе, цель пользоваться как можно больше всеми чернилами, которые у меня есть. И они также вот у меня есть в кисточке от какого-то китайского бренда, где корпус это и есть картридж. Они, кстати, откручиваются, я чуть не сломала ручку. И эта кисточка более сухая, чем от Малевич или от той другой китайской кисти, которую я показывала в самом начале. Но благодаря этому заливки получаются более контролируемые. Вот такой вот корпус у нее довольно... Блин, я снова забыла, что она закручивается. Вот такой вот корпус у нее достаточно интересный. И также есть резиночка защиты от протекания. И у меня на самом деле есть вторая такая кисть. И здесь, по-моему, как раз-таки малевичевская медуза. Очень удобно еще, кстати, регулировать количество чернил, так как если вдруг кисть подсохла, то можно чуть-чуть подвернуть конвертер, который прямо наверху. Да, это как раз-таки есть малевичевская медуза. И на этом моменте я протестировала все, что хотела из новинок, поэтому давайте перейдем к бумаге, которую я собиралась использовать во время инктобера, и узнаем вообще, подходит она под мои цели или нет. Есть у меня вот такой вот блокнотик, он примерно формата А6, немного более вытянутый. И его особенность в том, что внутри у него уже подписаны страницы по месяцам. Вот, допустим, как здесь 21 и 22. И этот блокнот специально рассчитан ровно на месяц. Даже в начале можно выбрать, какому конкретно месяцу соответствует новый скетчбук. И мне очень нравится бумага для карандашей в нем, и в целом сама идея, что на одной странице вмещается один день. И к тому же его формат идеально подходит для ежедневных зарисовок, поэтому мне бы хотелось использовать этот же блокнот во время инктобера, но я сомневаюсь в том, что его бумага подойдет под чернила, поэтому я хочу сейчас это проверить.
Этот видеоряд оказался слишком длинным, поэтому если кратко, то я показываю другой скетчбук с такой же бумагой, где тестирую чернила и вижу, что они сильно проступают на другую сторону. Поэтому я быстренько взяла другой скетчбук, который до этого все время у меня стоял на столе, но я почему-то его очень сильно экономила. В нем акварельная бумага, в которой осталось 24 чистых листа, а значит 48 страниц, и этого идеально хватит на Inktober. Забыла, кстати, сказать, что это скетчбук от Hahnemühle, и в нем бумага, скорее всего, 200 грамм целлюлоза, и поэтому он должен просто идеально справиться с чернилами. Но давайте посмотрим где-нибудь здесь. Вот здесь, кстати, я тестировала набор от Supervision, но не простой, а вот в таком вот виде. В виде батона. Тоже мне пришло из Китая с Taobao. Выглядит вот так. Очень миленько. И я рада, что я купила именно этот набор, потому что я поняла, что я вообще не пользуюсь этой акварелью. Перо ручки действительно очень гладко по нему двигается, что не может не радовать. И оно никак не застревает в бумаге, и чернила довольно быстро впитываются и хорошо ложатся на бумагу. Интересно. А разветвление кончика у кисти — это значит, что при закрытии оно обо что-то трется. Не есть хорошо, конечно, но ладно. Заливки тоже, кстати, получаются довольно ровными, но чернила впитываются примерно так же быстро, как и в специализированную бумагу. Что-то как-то теперь эта кисть не особо хочет возвращать свой тонкий кончик и продолжает распадаться надвое. Чернила, кстати, достаточно красиво распадаются на этой бумаге, так что всякие чернильные эффекты тоже можно вполне себе использовать. И думаю, сейчас самое время затестить все цвета, которые у меня есть, чтобы подготовиться к Инктоберу и заодно рассказать вам про чернила от Wearing и от Dominant Industry. И давайте я начну прямо на вот этой вот странице. И начать я хочу с чернил Wearing или Крипта. У меня на самом деле не так много цветов. В основном это вот эти две баночки, одна из которых это White Rabbit, а другая Ipse in Param, что можно примерно перевести как «ветер, шелестящий в листве». И последние чернила были куплены в их Pop-Up Store и были в лимитированной коллекции. Также у меня есть 3 пробника по 5 мл. В полноценке, кстати, у них 30 мл. Такие миниатюры тоже можно купить только в Pop-Up Store. Также у меня есть вот такая вот бутылочка. Это нечто типа добавок к чернилам. Это, по сути, просто блестки, вот такие вот голографические. И их название Flame. И там подписано, что For the Witch of the South, потому что эта коллекция связана с волшебником изумрудного города. Я, кстати, блестки вот эти, по-моему, никогда еще не использовала. Вот такие вот они красивые. И сейчас я просто быстренько нарисую какие-нибудь небольшие зарисовки. И вот так выглядит белый кролик и Ipse in Param. Это, по сути, просто распадающиеся чернила. А 3 пробника все с блестками и все в таких сине-фиолетовых тонах. Wearing или Крипта — это бренд, концепция которого плотно связана с литературой. Они выпускают чернила, вдохновленные книгами, поэзией и персонажами, а каждый цвет отражает атмосферу или эмоцию конкретного произведения. Из интересного, у них даже есть несколько чернил, посвященных русским романам, например, Анне Карениной или братьям Карамазовым. Помимо чернил, они также выпускают бумагу по типу той, которую я показывала, а также немного различных штук для письма, например, перья с держателями. Или, как я недавно видела, у них также еще появилась стеклянная ручка. Также у них есть закладки, вдохновленные обложками книг, скотчи, имитирующие чернила, и из самого интересного — парфюмы для книг, видимо, для того, чтобы создавать дополнительную атмосферу при чтении. В основном Wearing нацелен именно на людей, которым нравится много писать.
Однако меня этот бренд привлекает своей эстетикой и интересными цветами чернил с необычными эффектами по типу распада, блеска или содержания различных блесток. Также иногда у них появляются штуки для экспериментов, например, специальная жидкость для улучшения текучести чернил или различные добавки по типу тех же блесток в бутылочке. Рисую я, кстати, кролика с луной, так как в начале октября в Корее проходит Чусок, один из самых главных праздников. Традиционно он связан со сбором урожая и почитанием предков, а кролик и луна являются одними из его символов. И вот такой вот результат у меня получился. Здесь я попробовала всего 3 цвета чернил и еще вот эту вот бутылочку с блестками. По сути, бутылочка с блестками это такой интерферент. На самом деле он отсвечивает красным, примерно так, как на темном фоне, но на камере почему-то на белых участках он кажется голубым, но это не так. В жизни он тоже такой красно-желтый. А зеленый с розовым очень хорошо сочетаются. На камере почти нет этого розоватого оттенка, но в жизни все намного более розовое и приглушенное. Мне прям очень нравится сочетание вот этих двух цветов. Думаю, тоже буду что-то рисовать именно вместе. Снова пришел товарищ кот. Из этой коллекции осталось протестировать всего 2 цвета чернил, поэтому давайте продолжим на другом листе. Первыми для пробы я взяла чернила Гамлет, и для их затеста я выбрала довольно тривиальный сюжет, однако это действительно помогло их распробовать, и теперь я даже хочу прикупить полноразмерный формат, так как неожиданно мне очень понравился их темный оттенок с деликатными блесками. А The Sign of Four действительно удивил меня, так как при наложении он не только дает зеленый блеск, но и при размытии супер яркий. Почти неоновый розовый, что отлично подходит для каких-то ядовитых сюжетов. Кстати, в Корее чернила Wearing можно либо заказать онлайн, либо купить в Pop-Up Store, которые они начали открывать в этом году. Pop-Up Store довольно популярны в Корее, и это такие небольшие магазинчики, которые открываются всего на пару недель. Зачастую в них можно не только выгодно купить продукцию какого-либо бренда, но и поучаствовать в ивентах с подарками или приятными впечатлениями. Большую часть всего, что у меня есть от этого бренда, я купила как раз-таки именно в Pop-Up Store, так как на месте можно было не только все протестировать и рассмотреть, а заодно и получить скидку в 15%. И вот такой результат у меня получился. Эти 2 рисунка я сделала прям супер быстро. И также я вдруг вспомнила про стеклянное перо, потому что на первых 2 рисунках я про него забыла. И мне очень нравится такой вот деликатный блеск у этих чернил. К сожалению, на камере это почти не передается, но в жизни прям будто бы снег искрится, причем что на этом рисунке, что на этом. И также можно заметить, что по краям немного меняется цвет вот у этого оттенка чернил, потому что это вот этот вот цвет, у которого как раз-таки есть вот этот вот эффект блеска при жирном нанесении чернил. И вот этот цвет, наверное, мой любимый из всех оттенков, которые у меня есть. Он такой прям призрачный какой-то, я бы сказала. Получается, на этой странице такие светлые цвета я тестировала, а на этой темные. Вот этот, кстати, мой самый нелюбимый, я бы сказала, потому что он какой-то чрезмерно яркий и неоновый даже в розовом размытии. Мне такое нравится в акварели, но если использовать в качестве чернил, я такое не особо люблю. Но это чисто вкусовщина. Следующие на очереди это чернила от Dominant Industry. Я их купила еще весной, но так и не использовала с того момента, только сделала выкраски. И они у меня все с блестками. У этого бренда, в принципе, очень много чернил с блестками. И 2 чернил из обычной серии, вот как я уже показывала коробочку. И также есть у меня еще баночка из серии с художниками. В коллекции у меня Autumn Forest, Early Spring и не знаю точно, как читается это название, но будем думать, что Blues Hadancourt, что-то, мне кажется, на французском. И вот такие вот у них оттенки. Вот этот цвет Early Spring, который очень похож на медузу, только с блестками. Начну я, пожалуй, как раз-таки серии с художниками. Вот тут, кстати, написана даже инструкция. Очень нравится мне их эта специальная коробочка. Здесь у каждых чернил их собственная картина.
название, инструкция и контакты. Как я уже сказала, внутри мешочек и очень вкусный запах духов. Такой вот блеск там интересный. В отличие от элегантных и продуманных Wearing Gale, Dominant Industry кажутся более артистичными, хаотичными и смелыми на эксперименты. Это выражается не только в цветах их чернил, но также и в подаче бренда. Они часто участвуют в различных фестивалях, представляя на них лимитированные оттенки. А также там же устраивают кухню, на которой каждый может сам себе смешать идеальный оттенок из представленных. Кроме того, в их официальном аккаунте часто мелькают рисунки художников, а в ассортименте присутствуют невероятно красивые и детальные раскраски. К моему удивлению, кроме чернил, они даже выпускают блестящую акварель, но упор делают именно на чернилах и инструментах к ним. В их коллекции очень много необычных чернил с различными эффектами и добавками, и почти нет однотонных оттенков. Производитель миксует между собой блестки, распад, блеск и даже ароматы, выпуская сочетания на любой вкус. И это неудивительно, ведь главная концепция бренда – это живость, вдохновленная природой, мифологией и искусством. Именно поэтому, кроме стандартной и блестящей серии, у них есть серия, посвященная художникам и даже алхимии. Чернила Dominant Industry меньше по объему, всего 25 мл, но и цена на них почти в 1,5-2 раза дешевле, несмотря на то, что кроме красивого мешочка в упаковку они также вкладывают небольшую пипетку. За баночку можно заплатить от 14 до 19 тысяч вон в зависимости от серии, в то время как Wearing Gale стоит 25 тысяч за полный формат и 5 тысяч за миниатюру. Чернила от Dominant Industry по виду в баночке кажутся более густыми, но в работе они более текучие. Также они мне показались недостаточно насыщенными, будто разбавленными, но возможно дело именно в оттенках, которые у меня есть. Несмотря на то, что не все их смеси оказываются удачными, в целом мне нравится этот бренд своей живостью и тягой к экспериментам. За ним интересно наблюдать в социальных сетях, ожидая новинки, и просто приятно держать продукцию в руках, так как создается ощущение, будто я держу частичку какой-то сказки. И вот такие вот рисунки у меня получились. Выдра, к сожалению, не очень удалась, потому что чернила оказались намного светлее, чем я думала, и когда набираешь их на ручку, они не становятся темнее, а просто становятся более плотнее в блестках. Вот, поэтому лицо выдры почти не видно, так как там почти только блестки. У утконоса я испортила хвост, и еще я заметила, что именно этот цвет как-то очень странно распадается, потому что либо это от бумаги зависит, либо дело именно в чернилах, потому что он дает какую-то очень странную неровную каемку по краям, даже там, где ее изначально не было. Но цвет мне очень нравится и здесь, и здесь. А вот это вот последние чернила, тут еще не до конца все высохло, но я хотела добавить немножко экспрессии, так как, в принципе, цель этого челленджа для меня будет именно найти себя в чернилах, скажем так, потому что если в сухих материалах и карандашах я уже как-то могу выражать какие-то свои эмоции, то в чернилах, в акварели, в принципе, во всех таких жидких красках это дается еще сложно, поэтому в течение этого месяца я хочу заняться именно нахождением способа удобной для меня экспрессии. И здесь я решила под конец еще брызнуть чернил немножко. Не знаю, зря я это сделала или нет, так как мне не совсем нравится, что почти ушло негативное пространство. Но зато мне нравится эффект падающих листьев. И в целом мне очень нравится цвет у этих чернил, несмотря на то, что цвет чернил в ручке, в которую я залила, мне не нравится абсолютно. А здесь он получается такой насыщенный, красиво коричневый и распадается на зеленый и красноватый. И я буду завершать это видео. Спасибо, что были со мной. И также я хочу сказать, что скорее всего буду выкладывать весь Inktober в шортсы. Не знаю еще, каждый день или нет, скорее всего нет, возможно еженедельно. Поэтому оставайтесь со мной и до скорых встреч. Пока-пока!